Hier begon de oorlog in Oekraïne. Op de Maidan, het centrale plein van Kiev, in het voorjaar van 2014. Duizenden mensen betoogden hier voor betere banden met Europa. Na een wekenlange demonstratie greep de politie in. 100 mensen kwamen hierbij om het leven. De Hemelse 100 worden ze in Oekraïne genoemd. President Janukovic vluchtte naar Rusland en de revolutie begon. En met de revolutie kwam de oorlog, die het land in tweeën splitste. Я приехала из Луганской Народной Республики. Специально, чтобы узнать, как люди дошли до такой жизни, что убивают наших детей, наших родных, наших женщин. Донецк и Луганск. Потому что это все небесные сотни здесь. Это называют их так Киев. Для нас они те люди, которые совершили военный переворот в феврале. Потому что как сейчас ситуация в Луганске? Ну как, каждый день детей убивают. Убивают мирных жителей. Нормально? Это трагически, это трагедия. Дождались нормальных демократических выборов, этого бы ничего не было. Сейчас бы не было войны, не было столько жертв. Ну вы сами все понимаете. Потому что вы считаете, это был путь, как был путь, да? Естественно, это... Я не считаю, что это революция, это военный переворот. И сейчас вам не больно, что сейчас они только покажут. Конечно, это плохо, что они умерли, но, для меня конечно, они не в Луганске герои, тоже... для меня они люди, которые привели к войне Украину. У нас идет гражданская война. Мне кажется, так странно, что я был здесь 3 года назад, и не было войны, и сейчас неожиданно... Ну, видите, как все получилось. У нас русские люди, у меня родители русские, я родилась в Луганске. И у нас весь Донбасс, Юго-Восток, и Харьков, и Луганск, и Донецк. Это люди русские, и когда нам перекрыли кислород, общение с родственниками, то это же просто, это... А как вы считаете, это до сих пор ваша столица или уже не чувствуете как? Ну, это столица Украины. А вы сам себя чувствуете украинка или русская? Или гражданин мира? Вы же знаете, у нас же нет статуса. Я русская, конечно. Ну, с гражданским паспортом Украины. Ага. Спасибо. Удачи. Dan wordt er altijd gepraat over een pro-Europees gedeelte van Oekraïne en een pro-Russisch gedeelte van Oekraïne. En ik zou willen dat het zo simpel was, maar zo simpel is het niet. Je hebt nog een heel schemergebied in het midden van Oekraïne, waarvan niet helemaal duidelijk is welke kant ze nou eigenlijk op willen. Het gaat om steden als Kharkov in het oosten van Oekraïne, in een lijn helemaal tot aan Odessa, waar we nu zijn. En ik denk dat het ook veel genuanceerder is dan pro-Russisch. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat veel Oekraïners verlangen naar de tijd van de Sovjet-Unie, maar dat ze niet per se bij het Rusland van Poetin willen horen. En je hebt ook veel mensen die voelen zich Oekraïens, maar die spreken Russisch. Dus het is allemaal niet zo simpel als wordt geschetst in de media. Terwijl de 100 doden van de Maidan worden geëerd, gebeurt het niet met de 46 doden in Odessa. Een groep pro-Russische activisten had zich verschanst in het voormalige gebouw van de vakbond,
waar ze werden belaagd door pro-Oekraïense activisten. Er ontstond een brand. Hoe de brand ontstond is nog steeds niet duidelijk. Maar het staat vast dat 46 pro-Russische activisten door verstikking om het leven kwamen. Het is door deze brand dat veel Russen naar Oekraïne gingen om te vechten als vrijwilligers en de oorlog uitbreidden van de Krim naar het hele oosten van Oekraïne. Мы хотели узнать, как город изменился после 2 мая. Ну, изменился, это Да? точно, да. А каким образом? Ну, стало намного тяжелее жить, можно так сказать. Да? Почему тяжелее? Ну, я не знаю, люди пострадали, горюют люди после всего этого, что случилось. Это вообще понятно, все это произошло или... Версий много, Очень и много. происходящего тоже. Каждый аргументирует это так, как ему выгодно. Вы сами прекрасно понимаете. Наверное, правда очень сложно узнать, Правда очень сложная, конечно. Ага, понятно. Каждый это говорит так, как ему выгодно. А вы здесь чаще бываете? Да, я бываю не каждую неделю. У нас тут много приходят людей по субботам или по воскресеньям. Вот. Ну, раньше я тоже ходила. Сейчас вот мы стараемся ходить вот на такие вот даты. Там 10 апреля мы были, День освобождения Одессы. Потом 2 мая годовщина, 9 мая. Вот тут собиралось очень много людей. 2 мая сюда пришло где-то, ну, считали, стояли рамки, и говорят, где-то до 50 тысяч человек пришло. В этом году, да? Да, в этом году. Тут было столько цветов, вот вдоль всего этого забора, вот на такой вот высоте. Это. И тут всегда цветы, просто сейчас их выбрасывают. И я знаю, что вот те цветы, которые я положила, их где-то через какое-то время тоже выбросят. Потому что портится или... Нет, просто потому что все хотят забыть о том, что вот это происходило, как будто бы ничего не было, как будто бы это самая обычная площадь, и как будто бы тут никогда не происходило вот этой трагедии. Мы тоже в Киеве снимали вот на Майдане, это, как называется, Небесная сотня. Да, небесная. Ну, это как... Да. как памятник, Потому что, да, это... понимаете, мы никогда не пойдем выбрасывать их цветы. Мы понимаем, что хотя это наши противники, но они люди, и они погибли, и мы никогда вот это не оскверним. Но они считают, они вот эти стенды с фотографиями погибших выбрасывали в эти мусорники прямо. Да, это жалко. А, это место, да? Да, вот здесь вот был крест, но его тоже вырвали. Потому что здесь случилось именно? А мой сын был на крыше. Вы его видели, да? Да. Я потому тут и стояла, что он на крыше показывался, и я его видела. Это было очень опасно, потому что они с крыши в них стреляли боевыми патронами, потому что он говорит, вся крыша была вот в следах выстрелов. Понятно. А вот здесь вот на 5-м этаже, на карнизе, мама, ну, женщина, ей 54 года сейчас, она была с 2 сыновьями. Младший сын был с моим сыном на крыше, а старший с нею на 5-м этаже. И вот они вышли сюда на карниз, и сын ее потерял сознание, он надышался этим угарным газом, он потерял сознание и упал вниз. И это у нее на глазах произошло, вот это вот гибель ее сына, а она сама, она горела заживо. Она вот только недавно стала немножко приходить в себя. И потом, когда ее сняли, машина подъехала пожарная, ее сняли, положили на носилки. Когда ее везли на носилках, ее еще били битами. То есть пожарные и скорые ее спасали, а вот эти, вот вы знаете, я их даже не ненавидела. Вот я на них смотрела, у меня даже не было к ним ненависти, я их не воспринимала как людей. А милиция этот момент? Милиция стояла вот здесь, вот они ничего не делали. Она ее не помогли? Они ничего не делали, потому что они, во-первых, они сами боялись, во-вторых, у них не было приказа.
Nog steeds is Odessa een verscheurde stad. Nog steeds kan ook hier de oorlog uitbreken. Regelmatig ontploft ergens wel een bom. Soms bij een regeringsgebouw. En soms in een winkel waar Oekraïense souvenirs worden verkocht. De politie kan het werk niet alleen aan en leunt zwaar op vrijwilligers die proberen te voorkomen dat er anarchie in de stad uitbreekt. Женя, вы там были на 2 мая? Да, 2 мая я был, один из первых получил ранение. 2 мая в прошлом году был такой переломный момент, как для Одессы, так, я думаю, для Украины в целом. Пожар. Вот. И сейчас, у нас, скажем, вот этих патриотических сил, которые там прошли Майдан, которые после Майдана защищали город, там, участников событий 2 мая, нас около 1000 человек всех вместе. Это те, которые готовы в любую минуту взять в руки оружие и защищать свой город. Еще вот в период, когда было опасно, мы занимались патрулированием. Очень много одесситов обращалось. Люди абсолютно разные. Там бандиты приезжали учителя. То есть контингент очень разный, который хотел помочь. То есть мы как раз едем по тем местам, где есть какая-то вероятность того, что может что-то произойти. В принципе, вот по сравнению с прошлым годом, сейчас это очень спокойный, мирный город. То есть никто там не бегает с российскими флагами, никто не кричит, что там всех убьем. Ага. Тут на Днепропетровской дороге, да, магазин Черниговская, тут разнесли магазин люди в нетрезвом виде. В смысле с милиции, 2 человека из милиции, но тут ребят много и вы крепкие, то есть, следует подъехать, желательно. Хорошо, принято, минут 10-15 я буду. Сейчас будем ехать быстро. И фон Жироновской. А что там происходит? Разнесли какой-то магазин, непонятные люди. Так чаще бывает, что милиция не хватает. По-разному. Бывает, что хватает. Мы, может, сейчас подъедем, уже будет хватать милиции. Ага. Я правильно. Ты себя немножко неправильно. Кто говорят? Я виноват в чем-то? Давай. Ты что? Да что ты? Да нормально? Все, готов. Пошли в машину. Идем, садись. Куда? Сука, блядь. Конечно. Сейчас нормально, да? А? Сейчас нормально? А Женя ваш обычно помог, да? Кто? Женя. Ну помог, конечно, Да? помог. Ага. Хорошо, что он приехал сюда. Мы не могли справиться. Ага. Понятно. Удачи. Спасибо. А вы можете сказать, что здесь Что? произошло? ДТП произошло с участием, как понимаю, дрифтеров, да? Видимо, да. Авария. Да. Как видите. Вот сотрудники милиции говорят, что ГАИ говорят, что пострадала девушка. Вылетела через лобовое стекло. Еще не в курсе, сейчас только сам подошел. Aha. We zijn dus nu in een land waar een soort van militie de politie helpt omdat ze het zelf niet allemaal aankunnen. Ik vraag me echt af of zo'n land dan wel het recht heeft om te bestaan. Gewoon anarchie dit.
Пока живая, да. Возили живую. А куда повезли? В областное. Но это же как дела милиция или амбуланс. Больница, они бесплатно пальцем не пошевелят. Ну, то есть первую помощь окажут, а если нужна будет какая-то там срочная операция, они скажут, что у нас нет медикаментов и все. Ага. Надо платить, да, сразу? Да, надо сразу, ну, не то, что платить, надо хотя как минимум купить лекарства, нужные для операции. Вот, поэтому я с собой всегда вожу какой-то там резерв денег, чтобы, ну, в подобных ситуациях можно было купить этот пакет лекарств. И, к сожалению, у нас государство, вернее, правительство работает на свой карман. И все эти проблемы их волнуют мало. То, что они делают только для самопиара и для того, чтобы заработать еще, придумать еще какую-то схему для зарабатывания денег. De oorlog wordt gevochten in de Donbass, een waardevol gebied met kolen en industrie. Aan de ene kant vecht het Oekraïense leger, samen met vrijwilligersbataljons die ze nauwelijks onder controle hebben. Aan de andere kant van het front is het een nog groter zootje. Een deel van dit gebied heeft zich afgesplitst van de Oekraïne en noemt zichzelf Volksrepubliek van Donetsk. Hier vechten alleen maar vrijwilligers. Meestal pro-Russische activisten en soms vrijwilligers uit Rusland. Waarschijnlijk zitten er ook Russische soldaten bij, al zijn die wel in de minderheid. Откуда едем? Серьезно? Как настроение? Патриотическую? Рабочих, самое главное. Счастливо, дорогой. А почему вообще эти блокпосты? Ну, потому что направление идет Мариупольское, Кураховское направление. Вот. Очень много даже бывало диверсионных групп. Проходило, задерживали. Ну, бывали такие, что даже вот приезжают даже те самые ВСУшники в отпуск. Это было. Арестовывали их. Вот, было, что мы выходили его с автобуса, снимали. Он говорит, а что, мне в отпуск нельзя поехать? Я говорю, ну, приехал, считай, что. Я, если он за украинец, хотя вот то же самое он донецкий. Донецкий, а воюет за украинскую армию. Вот как-то вот так вот. А как вы вообще стали добровольцем? Добровольцем? Можете сказать вашу историю? Ну, я раньше работал слесарем-сантехником в ЖЭКе. Ну, это, слесарем ремонтировал краны. А когда началась стрельба, тупо уже война началась, вот, я посмотрел на это все. Я воевал раньше. Я раньше был в Чечне, вот, вторую кампанию. Вот. Посмотрел на это весь этот цирк Шапито. Тупо я понимаю, это моя родина. И с этой родины я никуда не двинусь. Вперед, да, назад не. Поймите правильно, что для меня лично это... Я русский. Я русский, и я буду своих друзей, своих детей, какими бы они ни были, я буду реально их оберегать. А что вы считаете, что в Западе они все считают вас как террористы, например, как западные СМИ? Что вы об этом думаете? Так извините, хорошо, если, допустим, я террорист, да, тогда получается все Донецк террористы, это все Луганск террористы. Это то, что, получается, здесь родился маленький ребенок, это уже террорист, что ли? Это так, что получается? Ну, это, поймите правильно, это просто, это не человеческое, это не целесообразно. Это, не знаю, до какой степени надо быть, извините за выражение, дураком, чтобы сказать, что это маленькое дитё, которое вот, оно вышло на свет, и назвать его уже террористом. То есть это, получается, так, универсальный солдат, что ли? Сейчас он вырастет такой, возьмет автомат и пойдет стрелять. Я даже видел реально, реально видел, которые женщины уже пожилые, вот, и берут автомат, и за своего даже внука или внучку она идет воевать.
Мы свое отстоим, мы свое у нас будет. Спасибо Путину хоть помогает. Вот это что, да, вот Владимир Путин это красавец. Ну, я думаю, он чуть-чуть забыл сейчас Украину. Да? Раньше у него была идея, да как Новороссия, а сейчас это уже как-то меньше, не знаю. Ну да, что-то есть такое. Но Да. все равно Путин свое, он не отдаст это. Он Донбасс не отдаст. Потому что очень много людей в него верят. И честно, вот я говорю, с чем-то я ему благодарен. Если бы, честно, вот так увидел тет-на-тет, бы ему, честно, я бы на колени упал бы, сказал, спасибо тебе, отец. Сейчас просто вы можете объяснить... Это да, это розыск. Это что, кто вы ищете, да? Да, это розыск. Короче, это ВСУшники. Это Азов, вот, диверсионные группы, которые в том году. Тот же самый молодой пацан, которые все донецкие, ну, тоже самое воюют за ВСУ. А что они делали? Украинская армия. Ага. Но почему именно эти? Диверсионники, диверсионные группы. Понятно. О. А что будет, если вы... Арестуем? Да. Ну, это будет уже разбираться МГБ. Это мы вызываем МГБ, там уже с ними разбираются. Что, почем и как. А как вас зовут? Леонид. Без имени? Так, все равно. Так, просто так? Псих. Псих, да? С России. Майкоп, Кавказ. Майкоп? Адыгея. А, мы были там, да, Майкоп? Да. Адыгея, да. Это значит... 01 регион. Ага, понятно. Вот у нас и девушка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Кто воюет? Да. Девчонка. Иди сюда, давайте. 16-летняя. Девчонка. Гляньте, вот это террорист, вот это Вот сепаратист. это террорист. вот Она он взяла на террорист. свою землю. Вот террористка стоит. А вы из России? Нет, я местная из Донецка. А, из Донецка. Да, я здесь живу, родилась здесь. А почему вы решили участвовать здесь? За русскую национальную идею. Патриот. За большой русский мир, да. Я тебя люблю. Я тебя тоже псих. А это не сложно, что вы единственная женщина здесь в команде? Здесь охранников больше. Она не единственная, у нас много девушек. Она здесь не единственная. А сколько тебе лет? У нас 23. же командиры, семерочка, ежик. Хай сама говорит. Привет. А что родители думают, что вы сейчас здесь? Родители, Они знают? они знают, но они, конечно, против того, что я здесь. Каждый родитель беспокоится об этом. Ну, это Конечно. естественно, да. Тихо. Каждый родитель беспокоится. То, что я увидел, то, что они в Одессе сделали, я вам даю слово, я их в рот выебал бы. Тупо по живым. Беременных женщин, никого не пожалел. Вот эти твари. Я тупо в рот, и у меня желание. Просто нам Тупо туда их дойти. А забить. там мы будем глумиться над ними, так как они Вы тут последний глумятся. кадр видели, как они Будем глумиться сильно. Они нашего говорят парня на кресту подняли. Россия своих не бросает. И все. Ну, я думаю, Путин тоже как, не знаю, может быть... Путин поднял Россию с колен. А. На туре с колен, когда он раком стояла в говне лицо было, он ее взял, поднял и поставил. Сейчас сильнее держава, чем Россия. Нет. Америка это шляпа. И на таможне я всех вас перехуячу один против подлых. Веселое кино, я разливаю водку. Он засучил рукава, я достал монтировочку. Накупить, если не умеешь держать середочку. Нога на ужасе, в душу скушал больше литра. Так Коля, чё так линит? Да пошел он нахуй. Коля, иди нахуй. Он рвет на груди In vredestijd wonen hier 1 miljoen mensen. Nu is het de helft. Winkels zijn dicht en er is een avondklok. En toch merk je op het eerste gezicht niet dat je in een oorlogsgebied bent.
Al hoor je af en toe in de verte wel een bom die valt. Ik probeerde net een kaart te kopen van Oekraïne. Dat is niet gelukt. Die kaart is nergens meer te krijgen. Dat komt ook omdat we in Donetsk zijn en dat is een gebied dat zich heeft afgesplitst van Oekraïne. Dus al die kaarten zijn de deur uit. Het enige wat ik kon kopen was deze soort van atlas voor derde klassers van de middelbare school. Maar goed, ik kan toch even laten zien waar we zijn. Op dit moment loopt de frontlijn hier zo'n beetje noord-zuid tot aan Mariupol. En eigenlijk is dit boekje veel interessanter dan een kaart, want als ik een pagina omsla, zie je ook overzicht van de afgelopen verkiezingen. En als ik hier naar de presidentsverkiezingen van 2010 ga, zie je hoe verdeeld het land is. In het westen zie je heel duidelijk een meerderheid voor Timoshenko, die, heel grof gezegd, wat meer naar Europa was gericht. En hier in het oosten, waar we nu zijn, was er steun voor Viktor Yanukovych, de man die na de revolutie naar Rusland is gevlucht. En waarmee deze oorlog uiteindelijk begon. Всем добрый день. Обстановка Донецкой Народной Республики остается сложной и напряженной. Интенсивность обстрелов украинской стороной за прошедшие сутки составила 185 нарушений режима прекращения огня. В том числе по территории республики было выпущено 30 танковых снарядов, 142 мины калибром 82 и 120 мм. Потери среди личного состава армии ДНР составило 3 раненых. Het lastigste aan deze oorlog is dat je niet precies weet waar de bommen vandaan komen en waar ze landen. Er is niet een heel duidelijk front. Zo staan we hier bij het centraal station van Donetsk. Plek waar vroeger treinen reden, nu al lang niet meer. Maar goed, het wordt nog wel gebruikt. Nemen mensen de bus hier bijvoorbeeld achter. Maar als je even deze kant op kijkt, Так, я буду что-нибудь во время спектакль. Давайте чипсы, пожалуйста. Гривен или рублей? Можно на рубля и Можно рубля, либо... рублей или 15 гривен. Удобно. Тут написано, вот видите, 15 Оба цены, да? У вас есть программа, да? Можно один... Это платный? Платный. Сейчас. Сколько? 5 рублей или 5 гривен. Как? Так. Гривня. Раз, два, три, 5. А все русские знают Евгения Онегин, да? Это как? Конечно, да. Это о чем? Это классическое произведение, это Пушкин, это классическое произведение, очень интересное. И спектакли здесь постоянно или иногда нет из-за войны? Как Нет, бывает? постоянно. 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 И вы иногда слышите? А как же? Да? Да, а как же, конечно. А вам... Зрители все сидят, артисты все поют. Все. У нас толстые стены. Артисты были на сцене, а здесь шел обстрел по центральной улице. Вам не боялись этот момент? Как? Мы все боимся, но никто не паникует. Паники нет. Значит, все в зале никого не... Никто не встал, никто не ушел, все слышали. Но никто не ушел, все достали. Потом уже в антракте, конечно, все пошли в зал и начали звонить, что, где. И артисты на сцене допели.
Ну, интересно, что будет, Евгений Онегин. Так, туда, Вы наверное, останетесь на спектакле? Да. Ой, посмотрите, Да, у нас мы будем. вот такие артисты. Да, обязательно останьтесь. Спасибо. Пожалуйста. Een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog zei eens: het was de meest verschrikkelijke tijd van mijn leven, maar ook de mooiste. En dat is wat ik ook voelde in Donetsk. Sinds de oorlog begon is het publiek van de opera verdubbeld. Mensen leven de dag met de intensiteit alsof het hun laatste is. Голландское телевидение. Спокойно или как? Ну, относительно. Нормально? А вы уже здесь надолго? Не, мы здесь просто спешим, водитель Да, ничего. Окей, Всего ничего. доброго. До свидания. Echt bizar dat je slaapt in een stad, Donetsk. En je wordt wakker en het is rustig en je hebt een fantastisch ontbijtje. En ja, alles leeft en winkels zijn open en je haalt ergens een ijsje. En je rijdt 10 minuten verder en je staat nog steeds in de stad. We staan nog steeds in Donetsk. En je bent ineens midden in een oorlogsgebied. En er rijden rebellen langs je heen. Op weg naar het front dat 1 kilometer hier vandaan is. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас на пару вопросов? Можно. Володя. Меня зовут Ела. Как? Ела. Володя, да? Да. А вы сами из Донецка? Вот тут живу, вот рядом. Ага. И куда сейчас вы? Да вот иду на... Аэропорту? Нет. Всего Спартак. А. Ну, до знакомого. А это не опасно сейчас ходить здесь? Нет. Нормально? Ну, стреляли там сегодня. Три дома, крыш нету. О. У меня... В городе или в село? Не, вот, рядом. А. Мне 10-го сказали, перевода нет, начисления нет. Ага. Когда будет, мы не знаем. А за что жить? Потому что пенсии вы еще получаете от украинского государства. Да, ну от Киева. От Киева. Ну, банк. А Киев. где вы можете получить пенсию? Не знаю я, где сейчас буду получать. Ну, у ребят вот, у ДНРовцев, вот тут это самое рядом. Ага. Ну, кушать им готовлю. Ага. Дрова. Ну, сами знаете, что. Да, особенно Кушать. зимой. Сложновато было, наверное. Кушать-то надо, что. Ага, понятно. Воровать же не пойдешь, мародерничать. Мгм. Это сразу вышка. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы соседи, да? Вот хозяин. Вот я хозяин. Ага. Пойдемте. Пошлите. Здесь упал, да? А я, вы знаете, вот это... Кто здесь жил? Все мы жили, дочка, зять, потом мужа, брат и 2 детей. Вот, и бабушка 81 год.
Вот это у нее, вот этот вот там у нее в спальне прям взорвался снаряд. И вот это посыпались все эти самые на нее. А здесь... Она спала? Да, да, лежала на Это было постели. ночью? Да, да, это было 1 час ночи. Ее засыпало, а зять мой вытаскивал ее. Разрывал, вытаскивал ее. Выжила, она живая, но очень тяжелая. Живая. А где вы живете сейчас? Сейчас он в сарае сделала, могу показать. Сделала Прямо себе. здесь, да? Ну вот здесь. Пойдемте? Пойдемте покажем. Вот, видите? Поставили вчера диван. А вы вообще не думаете лучше уезжать? Потому что здесь, пусть, кто знает, может быть, еще будет здесь. Ну, мы думали об этом, но, во-первых, денег нет у нас платить за квартиру. Это одно. Во-вторых, это самое, я знаю, очень грабят этих самых, мародерства очень много. Потому последние эти вещи идти боимся оставить. В основном из-за этого и кто-то один, но во дворе должен быть. Пусть молодые выехали, а я не думаю. А вы вообще понимаете эту войну сейчас? Нет. Почему воюют? Нет, не понимаю. Вообще не понимаем, абсолютно. Я же говорю, мы мирные люди, мы не хотим войны. Абсолютно. И оружие никогда не брали и не брали. Всю жизнь протрудились, не тунеядничали. Я до сих пор работаю. Мне уже 58 лет, а я до сих пор... Сейчас сторожем работала, работаю. В школе 57-й ее же тоже обстреливали. И там у нас и жертвы даже были. Учитель погиб. Ну, она... Это девушка, да? Девочка, да. Девушка, она это не понимает. Нет, нет, и мы не подаем вида, не делаем, знаете, вот, ой, не делаем мы этого. Ага. Мы наоборот, тут стреляют, а мы улыбаемся, и она не обращает внимания. Это самое. Улыбается уже. Да. Родных детей и сыновей и людей бить. Зачем они бьют? Мы что, им враги? Или мы их вообще отсюда? Вот человек с западной, там он человек из западной живет. Мы их никого не обижали, ребята. Сепаратистов нашли здесь. Мы что их? Они пришли к нам бить нас, не мы ж пошли. Мы работали, трудились, а уголь добывали, им же отправляли на электростанции. Как это так? Ну, кто вы считаете виноват сейчас? Сепаратисты? Виноват президент. Президент, да? Президент виноват. Почему он сразу не решил, не приехал сюда, когда началось это все? И мирным путем решить. Оно бы решилось все мирным бы путем, ребята. Зачем, да? Да. А он начал войной. Это, я думал, когда его избрали, думаю, ну, порядок будет. Порошенко молодец. А он вообще вояка. И собрал команду всех военных. Вообще, чертовски хочется, чтобы вот такое прилетело в Киев и сказали, что это мы ВСУ стреляет по своим городам, как они объявляют. Тут что, в этих домах ополченцы живут? Деду было 83 Тут что, танки года. стоят? Тут пушки Здесь стоят? Ничего тут не стояло. Военные Как ходят. начали, Военные, здесь нет военная база. Нет, Это что, я не понимаю, они не могут стрелять или они специально Не стреляют знаю, они, наверное, специально население запугивают. Они пришли, они убивают, и после того количества Если они- гробов, которые и там, и здесь, это, я не знаю, может, третье поколение помирится, может быть. Но сегодня это проблема. И решить с войной, и я с ними жить не хочу. Rusland is er helemaal niet op uit om dit gebied te bezetten. Daar is het veel te groot voor en te duur. Goedkoper en effectiever is het om het oosten van Oekraïne te destabiliseren, zonder het te bezetten. Zoals al jaren aan de gang is in Moldavië en Georgië. Een generatie groeit op in oorlog, zonder bij Oekraïne of Rusland te horen. Сейчас будем кушать мою маму.
кормят его, Ага. докармливает как раз. Здравствуйте. Поздравляю. Это мальчик? Мальчик. Мальчик. Такой хороший. Как его зовут? Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич. Ага. И сейчас сколько ему недель? 2 суток. 2 суток? О, 2 суток, да. какой хороший. К бомбежкам за беременность малыш привык. Они ж там все слышат. А вы не переживаете? Это не страшно? Страшно, ну а что делать? Если что, есть подвал. Пойдем в подвал, если будет сильно страшно. А ваш ребенок какой национальность получит? Мы пока еще с мужем не решили. Ну, возможность есть зарегистрировать в Украине его, но у нас нет пропусков для выезда в Украину. Вот, поэтому будем регистрировать здесь, в Донецке. А если он будет регистрировать в Донецке, что это значит? Ну, как бы он не считается гражданином Украины, с этим свидетельством нельзя никуда выехать за пределы Донецка и Луганска. Вот, даже в Россию нельзя выехать, так как республика непризнанная. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.